Попытка студии Дога Коба выехать на завязке сюжета про русскую школьницу провалилась. Полностью. В 5-й серии Аля не сказала даже ни слова по-русски, а сюжет стремительно пополняется клишированными персонажами. На фоне остальных сестренка ГГ Юки Суо выглядит как единственный персонаж, который ощущается живым. Стоит ли аниме своего хайпа и станет ли сюжет лучше в будущем? Вы узнаете в обзоре на тайтл «Моя соседка Аля иногда кокетничает со мной по-русски». А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Первые серии аниме привлекли огромный хайп. И пока англоязычная половина интернета умилялась холодной принцессе родом из России, делая бешеный просмотр на ютубе, русскоязычные же встретили Алису с куда более смешанными чувствами. Одни взрывались радостными возгласами типа «Наша слониха!», а другие бежали делать тиктоки и видосики на тему посредственной русской речи. Все, Буся, не хочу. Ой, мама. В любом случае, мало кто остался в стороне. Я же читал мангу задолго до аниме и уже примерно представлял, что будет. Почти год назад я точно так же забайтился на русскую девочку Алису, которая учится в японской школе и иногда признается по-русски соседу по парте. Задумка-то хорошая, а вот реализация... Ну, про это будет чуть дальше. И раз уж я начал говорить за персонажей, по канонам обзоров начну с главных героев. Алиса Михайловна Кудзё. Переведенная ученица из России. В детстве типичные русские школьники своей леностью и пофигизмом сделали из Алисы упорную трудоголичку с огромным желанием взвалить на себя побольше работы. На самом деле самый реалистичный момент сюжета. Для полной аутентичности не хватало только, чтобы кто-нибудь из детей на претензии Алисы сказал «авось само получится». Тогда было бы 10 из 10. С тех пор Аля считает всех остальных людей ленивыми, недалекими и вообще ей никто не нужен. Она сама со всем справится. Из-за такого отношения к окружающим она всю жизнь одинока, пока в японской школе не находится парень, который играючи справляется с ее проблемами, потянув за нужные ниточки и заставив одноклассников серьезнее отнестись к обязанностям. С тех пор она постоянно признается ему в чувствах на русском языке, Милашка? думая, что тот не понимает. Какой я милашка? Раньше тоже говорила. Думаешь, я тебя не понимаю, что ли? Вот и вся хохма. Эта парочка, Цундере и Серый Кардинал, вам никого не напоминает? Ну да, Харикита и Аяна Коджи, только для бедных. Манипулятора же зовут Масачика Кудзе, и он еще более блеклый, чем Алиса. Он ленивый атаку, играет в гача-игры. Не те. Увлекается 2D-тянками, часто думает о происходящем с позиции «вот если бы оно было в аниме». И если вам кажется, что я описываю кого-то другого, то подождите до раздела видео с недостатками, я объясню. Но на самом деле в душе наш Чимасик очень ранимый и с тяжелой душевной травмой, потому что в средней школе какая-то девочка плакала. Чего? Итак, почти год назад я начал читать мангу. Увидел эту парочку главных героев, и спустя несколько глав стало ясно, что автор кроме завязки ничего не придумал. А решил он все проблемы гениально. Ввел нового персонажа, Юки Суо, и на фоне блеклого Чумазика и чуть менее блеклой Алисы Юки тащит на себе сюжет, когда надо добавить больше безумства. Застряла, говорю. И не в стиральной машинке, как планировала. Для окружающего мира Юки — галантная леди из богатой семьи, подруга детства главного героя Масачики Кудзе и одна из 3 красавиц школы. На деле же она двинутая на голову атаку, мыслящая шаблонами аниме-индустрии и даже ломающая из-за этого 4-ю стену. Куда ты вообще смотришь? А? Камеру, которую ты не видишь. Ее что, видят только голожопые? А еще одна кровная сестра Масачики, отчего ее постоянные нападки на брата отдают натуральным инцестом. Хотя бы раз в жизни застают сестренок в ванной. Только в твоем дурацком аниме. Прийти к нему домой, услышать шаги, быстро раздеться и забежать в ванную, чтобы повторить сцену из аниме, да как нефиг делать. А потом еще и притворно обозлиться на то, что братик не хочет повторять за аниме персонажами. На самом деле никаких чувств к брату она не испытывает, а просто имеет садистские наклонности и любит забавляться, вызывая у людей реакцию на свои выходки. Это из-за ее увлечений Кудзе тоже стал атаку и пошел по кривой дорожке. К сожалению, предыстория персонажей подается очень путанно, так что понять, что там на самом деле происходило,
тяжеловато. Например, почему у них фамилии разные, если они брат и сестра? В манге попытались помочь читателям и даже сделали таблицу. В аниме же это один из самых популярных вопросов под сериями. Снежок и Чумазик родные брат и сестра. Когда их родители развелись, Чумазеня решил остаться с отцом, потому как терпеть не мог Генсея Суо, сурового деда по материнской линии, и поэтому он и взял отцовскую фамилию, чтобы не иметь никаких отношений с дедом и матерью. Юки же осталась с фамилией древнего рода Суо, и теперь ее прессует дед, который лишился наследника мужского пола, и именно поэтому она и компенсирует накапливающийся стресс уходом в мир аниме и подколками в сторону окружающих. А попутно Ичимасик также убегает от реальности в аниме мир, потому что считает, что бросил свою сестру на растерзание деду Генсею и никак не реализует свой талант, а когда реализует, то не по своей воле, и из-за этого страдают другие люди, то есть та самая девочка из средней школы. Фух. Вот это автор ранобэ загнул сюжет, без бутылки не разберешься. А где в сюжете Алиса? А Алиса в сюжете только ради фраз на русском и фан-сервиса. Такая у нее функция. Аля, есть мелочь? А у тебя? Если нет, тогда штраф в виде лайка и коммента, в котором напиши, понравилось тебе или нет это аниме. А если есть, тогда буквально за 100 прямо сейчас на Бусти вы можете увидеть хай-тир реакции на Код Гиас. От меня, фаната серии, и новичка, который смотрит это аниме впервые. Вас ждут полноценные посерийные разборы. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Почему я упомянул ранобэ? Да при том, что оригинал истории это новелла, а не манга. Мангу я терпел ради двуличной милашечки Суо, появление которой в сюжете каждый раз приносит мне взрыв восторга. Ну и из-за рисовки, которая очень хороша. Все нарисовано очень детально, да и эчи-сцены достойные, даже очень. Прямо сейчас вы сами можете в этом убедиться. Наконец пришел день сесть за ранобэ. И мой вам совет: не читайте его. Будет полезнее для вашей психики. Сценарий манги перепилен относительно новеллы в попытке улучшить подачу сюжета. Сильно лучше не стало, но за попытку лайк. В новелле же... Ой... С чего бы начать? Наверное, любой, кто читал ранобэ, со мной согласится в том, что автор, скорее всего, придумал завязку, она случайно выстрелила, и ему пришлось писать сюжет дальше. Некоторые черты характеров персонажей автор нам вещает текстом постфактум. Например, в 3-м томе внезапно выясняется, что вот этот вот красавчик, Хикару, друг Масачики, очень стеснительный, когда остается один на один с девушкой. На момент написания сценария вышла 6-я серия аниме. Вы могли почувствовать эту его черту характера? Скорее всего, нет. И в самом ранобэ тоже нет. Просто в какой-то момент автор решил объяснить, почему у одного из самых красивых парней в школе нет девушки. Или, например, наш главный герой Чумазик. В какой-то момент одним из комедийных приемов автора ранобэ становятся мысли Масачики: а вот если бы мы сейчас были в аниме? После чего он начинает выдумывать всякую дичь. Вопрос к зрителям. За прошедшие 6 серий были ли замечены за ним такие закидоны? Вот именно, что нет. Эти приколы обычно исполняет милашечка Юки. Блин, свали уже, а? Что случилось? Влюбился? Умри. Но автор считает читателя за дурака, который не помнит, что 2 первых тома Чумазик такого не делал. 2-й том вообще апогей этого безобразия и авторского произвола. И самое хреновое в том, что именно сейчас он и будет экранизироваться до конца сезона. Очень надеюсь, что сценарист аниме поправит всю эту дичь. Но больше всего у меня сгорела жопа с концовки 2-го тома. Надеюсь, вы меня простите за микроспойлер, но без него никак. Алевтину и Чумачедшего вызывают на дебаты их соперники по предвыборной гонке. Танияма Саяка, та самая девочка из воспоминаний нашего горе-манипулятора, и Миямая Наноа, тоже полукровка, только наполовину американка с внешностью Гиару. Масачика в ранобэ рассказывает Алисе, кто Наноа такая, говорит, что она крута, и она на вершине школьной иерархии, а потом происходит это. Она точно будет угрозой на выборах. Но сегодня об этом беспокоиться не стоит, тебе лучше сосредоточиться только на Танияме. Хорошо, поняла. Алиса временно выбросила мысли о Наноа из головы. Вы правильно поняли. Нам ввели в сюжет напарницу главной противницы Алисы только за тем, чтобы, нагнав пафоса, сказать, что она пока не интересна. Гениально. А дружит с Таниямой она по какой-то причине. Гениально.
По какой-то причине, вообще любимый оборот автора, я задолбаюсь скриншотить. Зачем объяснять поступки персонажей, правильно? А когда вы узнаете, чем закончатся дебаты, вообще офигеете. Я вам это гарантирую. Но спойлерить не буду. От прочтения Ранобэ у меня стойкое ощущение, что персонажи делают только то, что хочет автор, а не то, что хотят они. Нет за ними характеров, есть только функции. А их действия объясняются задним числом. А это показатель слабого автора. Я не силен в современной японской литературе и из Ранобэ читал только Sword Art Online да Реинкарнацию безработного, причем оба до выходов аниме, но они были написаны весьма сносно. Сан-Сан-Сан, автор Али же плох. Русское в японской школе — это так необычно, но дальше нам будут показывать только сражение за пост президента Учсовета. Аля будет кокетничать по-русски только по праздникам. Еще рано. Какое-то раскрытие богатства русской культуры для японского читателя строго по одной культурной особенности на том. В третьем томе, например, Аля докопалась до Чумазика, что он не пригласил ее на свой день рождения, что для русской девушки означает, что он не хочет с ней дружить. И бедному парню пришлось проводить эрзац-праздник спустя 3 месяца после непосредственно дня рождения. Уровень кринжа определите сами. Желание читать дальше у меня отпало полностью, поэтому давайте вернемся к аниме. А аниме, благодаря хайповой завязке сюжета и достойной рисовке, пока что смотрибельно. Это не самый лучший ромком, и, честно говоря, своего хайпа он не заслуживает. Из того, что я смотрел, лучше поглядите Нисекой, некоторые моменты которого Аля копирует точь-в-точь. Второй тайтл для вдохновления автора Ранобэ был, очевидно, класс превосходства. Вот только если класс хотя бы пытается в какую-то серьезность и многоходовочки, то Аля не вывозит из-за слабого оригинала. Лучше бы дурачком прикинулись. Этот ответ уже доказывает, что вы знаете, о чем я. Плохое ли это аниме? Да нет, поглядеть можно, если голову не включать. Хорошее ли это аниме, достойное своего хайпа? Мой ответ — нет. Я же продолжу смотреть, но только из-за няшки Юки, которая единственная среди персонажей не редконится автором на протяжении сюжета, а еще всегда приносит тонну лузов своим поведением. Ну а завершить обзор стоит моей личной рекомендацией по озвучке. Смотрите в озвучке или субтитрах от Анилибрия. Там в переводе хотя бы школьники говорят как школьники. Не своди глаз с сестренки. Я с тобой, бро. А атаку как атаку. Мы с мечом едины? Что это тогда за Friendly Fire, Цубаса? Обязательно поделитесь своими впечатлениями об аниме в комментариях. Приходите на просмотр Али по четвергам ко мне на Twitch. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.